Здравствуйте, дорогие друзья! Если вы родились в субботу, значит вашей жизнью управляет Сатурн. Сатурн – это планета испытаний и ограничений. Поэтому неудивительно, что вы можете воспринимать свою судьбу как испытание, как тяжелый крест, который необходимо нести по жизни. Ваша жизнь может быть с самого рождения очень трудной. Вам сложно наслаждаться жизнью. Вы способны философски относиться к своим трудностям. Сатурн – планета злого рока, ограничений, силы духа, и ваша жизнь полна роковых случайностей. Вы долгое время живете в ограничениях. Судьба закаляет ваш дух. Вы живете в постоянном духовном и физическом напряжении. И чем сильнее ваш дух и тело, тем легче вы переносите удары судьбы. Вам сложно развивать свои способности, будучи взрослым. Поэтому, уважаемые родители, чем больше способностей ваш ребенок, рожденный в субботу, откроет в себе в детстве, тем интереснее будет его жизнь. И вам, конечно же, это понравится. Вам полезно заниматься видами спорта, в которых необходима выносливость, например, бегом, спортивной ходьбой, плаванием на длинные дистанции. Вы можете быть эмоционально сдержанными и очень требовательными. Ваш сложный характер может отталкивать от вас людей. Но именно благодаря такому характеру вы можете стать прекрасным специалистом в любой области, где необходимы физическая выносливость, твердость характера и высокая работоспособность. Вы выносливы и способны долго работать без отдыха, не досыпать и не доедать. Это постепенно истощает ваш организм. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Можете быть весьма консервативными в своих взглядах и с трудом менять привычки. Однако вы способны сохранить самый безнадежный брак. И об этом тоже нужно помнить вашим партнерам. Вы настоящий труженик, который способен на любую работу, лишь бы улучшить свое материальное положение. При этом вы способны довольствоваться малым. Строите свою жизнь, следуя собственным правилам. Для вас очень важны традиции, правила и законы. Сатурн – планета законности, и этим сказано все. Можете стать хорошим работником в законодательной системе, а также в органах, следящих за исполнением законов и правил. Имейте способности к сохранению того, к чему прикоснетесь. Вы чувствуете себя лучше, когда живете по определенному распорядку, и вам становится не по себе, когда ваш образ жизни нарушает общественные законы и принципы, и вам об этом следует помнить, когда вы устраиваетесь на работу, ведете свой бизнес, общаетесь с близкими. Строгий Сатурн, покровитель рожденных в субботу, очень часто заставляет вас избавляться от лишнего, при этом вы лишаетесь многих удовольствий. Для вас очень важны отношения с собственным отцом, старшим братом, начальством. Хорошие отношения с начальством или с отцом поможет вам хорошо устроиться в жизни даже больше, чем превосходное образование. И об этом надо помнить с детства. Ребенок, родившийся в субботу, нуждается в хороших отношениях с отцом, в укреплении духа и тела, в развитии чувства меры. Такого ребенка не стоит баловать. Нужно сделать все, чтобы он вырос сильным и уверенным в себе человеком, способным самостоятельно решать свои проблемы. С ранних лет его полезно приучать к труду, учить жить по распорядку и довольствоваться малым. Дорогие друзья, есть замечательная методика прогнозирования, связанная с днями недели. Вы, наверное, заметили, что в разные годы ваш день рождения приходится на разные дни недели. Если знать о планетарном управителе этого дня недели, то можно прогнозировать грядущие события и правильно использовать потенциал года. Если ваш текущий день рождения пришелся на субботу, значит весь год до следующего дня рождения вы будете находиться под влиянием Сатурна. И такой год называется годом Сатурна. Так вот, для людей, которые рождены в субботу, счастливым годом может стать год Сатурна. В такой год вы имеете двойную поддержку правителя вашей жизни и можете очень многого добиться. Поэтому ставьте амбициозные цели и с уверенностью двигайтесь вперед.
Очень хорошим периодом в вашей жизни является год Венеры, год, начавшийся в пятницу. В год Венеры вы не испытываете дискомфорта и можете реализовать многие свои проекты. А непростым периодом для вас будет год Луны, начавшийся в понедельник. В такой год вы способны совершенно измениться, стать более мягкими, душевными и достичь успеха с помощью обаяния. Вы сможете расположить к себе людей, от которых зависит ваше счастье. Сложным периодом для вас будет год Меркурия, начавшийся в среду. Меркурий у нас везде должен поспеть, поэтому под влиянием Меркурия вы испытаете очень такое внутреннее напряжение, так как Меркурий побуждает делать нечто несвойственное вам. Например, вносить в жизнь перемены. Если вы готовы к переменам, то год Меркурия проходит на подъеме, но если боитесь их, тогда это будет тяжелый год. В год Солнца, который начинается в воскресенье, вы будете чувствовать себя нормально, если откажетесь от обычного традиционного своего поведения. Ведь Солнце заставляет искать новые пути и творческие решения проблем. В год Юпитера, который начался в четверг, в лучшем случае вы расширите границы своих владений и добавите что-то новое в свою жизнь. А в худшем истратите массу энергии на дело, для которого у вас недостаточно способностей, так как Юпитер не дает легких задач. В год, начавшийся во вторник, импульсивный Марс заставит вас быть активными, инициативными, много трудиться без отдыха, а это вы умеете. Поэтому год Марса – хороший период для вас, когда есть вероятность множества достижений и побед. Запомните, любая суббота – это ваш счастливый день, когда вам стоит браться за самые сложные дела и принимать ответственные решения. И пусть все у вас получится. Дорогие друзья, желаю вам всего самого лучшего. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии и вопросы. С удовольствием буду отвечать на ваши вопросы в своих видео и прямых эфирах. До следующей встречи, и пусть нумерология станет вашей путеводной звездой.